Здравствуйте, мои дорогие. Так, чашечка готова. Опа, ну тут меняется информация сразу, видите. Так, я здесь вижу вам просьбу к какому-то влиятельному лицу, а, вашу просьбу к влиятельному лицу, либо к вам обращается, может, какой-то человек, у которого на спинке стоит маленький какой-то. Ну, здесь родные люди друг к другу, они обращаются к вам. С просьбой, либо это вы обращаетесь с просьбой к какому-то человеку. Ну, тут, скорее всего, наоборот, второе. Так, давайте тогда попробуем. Я вижу, что тот, к кому вы обращаетесь, вот это лицо, оно какое-то такое странное, незаинтересованное, что ли. Э, Но больше как похоже, что или не влияет на ситуацию, или ему все равно. Нужно ждать три периода каких-то. 3 периода, чтобы получить ответ, получить какой-то ключ. Вот такой здесь ответ. Тяжелая какая-то такая ситуация, когда вы говорите, а вас вот никто не, ну вот этот странный какой-то экземпляр не хочет слышать, не хочет слушать даже. Так, вижу, странная пара такая, значит, есть женщина, нет, давайте так, посредине стоит мужчина. С одной стороны женщина, ему что-то в ухо носом тычет, но это что-то вот как шепчет, да, что-то говорит ему. А с другой стороны другая женщина, более маленькая, здесь как-то показано, что она не сильно влияет на процесс, но он к ней развернут. Он ей подарки, цветочки. А вторая, вот какая-то дама, она то ли его мама, то ли кто-то. Она пытается ему что-то говорить, он не слышит. Вот такой вот здесь момент идет. Но та вроде главнее над ним, она как-то даже больше, выше. Вот. А вот эта маленькая, ей как надо идти, как куда-то идти. Она говорит, я пошла, тут не пускает. Вот такая ситуация. Тут, короче, треугольник, наверное. Но треугольник может быть какой? Мужчина и две женщины как равнозначные. А есть еще, например, мама или же там какая-то другая дама, которая ему как нашептывает что-то и говорит, нет, ты туда не ходи. Есть друг у этого человека, у мужчины. Он, ну, что-то подсказывает ему тоже. В общем, слушает этот мужчина всех, я так вижу. Что вам делать, в какой вы роли? Ну, смотрите, тут просто знать вот это и все. У него какие-то вообще вертолеты в голове. Ему подарки какие-то, вот, да, вот для девушки, которая не основная, может быть. Вот. Ну, то не основной тоже я вижу, что не совсем это и подходит, не совсем и надо. Тут, короче, тут мужчина еще определиться надо. Так, ну, возможно, у кого-то такая ситуация. Дальше. Здесь какой-то победитель. Ваша победа в чем-то. Вы идете с таким флагом, что вот когда-то у вас не получалось, а сейчас получилось. Вот так идет. Так. Опять цифра 3, но в другом месте. Как расцветает 3. Распускается цветок, ну такой цветок странный, он как тот, который хищник. И распускается цифра 3. Ну, что там 3 может быть, выйти? Я образ тут, я не могу понять, что тут имеет в виду, как распускается цифра 3. Ну, у кого-то что-то вот такое идет. Давайте намек. Ой, а тут что-то.
Что-то связанное, смотрите, с вашей мечтой. Как облегчение ситуации идет. И вот исполнение. Тут исполнение какое-то распускается. 3. Но вы тут не собираетесь сдаваться. Значит, почему тогда хищный цветок? Значит, вы в роли вот этого цветочка, который не собирается уступать свое. Если схватит, то схватит. Автомобиль вижу, едет он вперед. Ой, там что-то лежит на дороге. Что там может быть такое? Что-то на дороге стоит, как преграда на дороге. А зачем это нам показывают? Будьте осторожны, наверное. Да, что-то лежит на дороге такое. Вот вам нужно... Что фокус? Фокус. Вам нужно просто иметь в виду, что на дороге что-то есть. Если будете вот ехать в ближайшее время, чтобы... Да, вас может остановить... Да что с фокусом? Сори. Вас может остановить полицейский, вот так вот рукой махнуть, что типа стоп. Поэтому лучше стоп. Вы заранее лучше остановитесь. Так, ну это, в общем, тут все нормально, тут ничего такого нету. Лучше остановиться. Несколько раз показывает карта стоп. Это может быть на перекрестке, либо перед перекрестком у кого-то. Возможно, вы, может, не увидите, да, поэтому лучше смотреть на дорогу вот в ближайшее время вообще внимательно, внимательно. Ну, всегда нужно внимательно, но это прям... Может быть, здесь и аллегория такая, что вы будете там не только там идти или ехать по дороге, но вот как-то на вашем пути жизненном что-то будет, вам обратить внимание нужно. А почему это случится? Ну, эта ситуация как-то связана с дальнейшим вашим путем. Это может быть и какой-то короткий такой, да, эпизод, вот, который может повлиять на последующий, там, например, ваш день, а может быть даже и больше. Ну, какую-то часть жизни. Так, опять путник идет, наступает вроде как в пустоту, но он вооружен. Хорошо, а давайте посмотрим, потому что я вижу прям одна нога в пустоту идет. Это не сильно ли... Опа. Какой-то новый путь, видите, новый путь, и вы там действительно обретаете пару. Новый путь. Ой, я вижу здесь человека, который собрался в новую дорогу. Это вообще может быть даже как переезд, новая работа, новый коллектив. Но вы очень вооружены. Тут просто броня на вас, и на ногах такие мощные железные такие штуки, как сапоги железные, что ли. На ноги в виде якорей. Вы идете туда, где заякоритесь. Еще это может обозначать то, что как бы там ни было... Так, что у нас с фокусом? Вот. Я прошу прощения, что ранее не очень выставлялся. Как бы там ни было, здесь вы, например, были стабильны где-то в каком-то месте, и вы вот эту стабильность несете с собой, да, то есть вам кто бы вам ни говорил, что у тебя там не получится, ты заякорена здесь, либо ты заякорен там в каком-то месте, вы берете эти якоря и тащите в другое место. Вот настолько сильная воля, настолько сильный дух у человека, да, что не посмотрел на то, что вот то, что его держит, оно его уже не держит. Вы якоря просто собрали и пошли в другое место. Я по этим картам вижу, это прекрасное место. Вы там найдете то, ваша ценность жизни, да, развитие, совершенно новая жизнь. Вы найдете людей, либо человека, которые с вами будут заодно. Это может быть даже и пару кто-то найдет вот по этой карте.
Это новое место. Это вообще проживание в другой стране, может быть, для кого-то. Или же другая работа. Для кого-то другая семья. Все может быть. А то место, которое вы оставляете, вот насколько это вот, ну, нормально. Ну что ж, вы отрезаете прошлое от себя. Хитрое прошлое будет о себе напоминать, но это все-таки для вас уже далеко. Ну что ж. Так, сейчас я тут интерпретирую момент. Тут восход солнца. Уходят крысы из вашей жизни, какие-то огромные такие крысы. И вот у них хвост, как будто бы это заход солнца, наверное, или восход солнца. Восход солнца. Да, восход солнца. Вот этот хвост у них как ну, к солнцу идет. Очень похоже на картину, когда восход солнца, и вот на воде, на море, на океане, да, отражается вот это вот солнышко такое, как хвостик. Это говорят, что вот эти крысы уходят и оставляют лишь след в памяти, вот, который тоже потом исчезнет, потому что солнце взойдет, и ничего такого, даже и следа не останется. Море будет гладким и чистым, ваше. Какие-то крысы идут своей жизнью. Их поманило что-то другое, и они несут какой-то кусок дерева. Но это дерево уже безжизненное, кусок ветки какой-то огромный с листьями. Что это за фигня такая? Ну что, могут говорить о том, что вот как они оттяпали свою часть, но это вам уже не нужно, а у вас новая жизнь. Угу. Ух ты, новая жизнь у кого-то, например, женщина вы или мужчина, вы находите пару. Вот это ваша новая жизнь. Смотрите, а то, что оттяпали, они как будто бы говорят, это наше, но и вы настолько целостная натура, что говорите, что для меня важно сейчас то, что самое близкое вокруг меня, и тот человек, с которым я буду. Они много скрывали и не говорили вам. Вот эти крысы. Что-то оттяпали у вас, но вы говорите вот в моменте, что я с этим либо потом разберусь, либо мне это не важно, вот что-то такое, потому что у меня ждет просто прекраснейшая жизнь, замечательная жизнь. А там действительно и человек по судьбе, очень мощный человек. Для мужчины это прекрасная женщина, с которой будет всегда вот такой, знаете, уют и порядок в жизни, и любовь, и страсть, и все. А для женщины это крепкий, мужественный и очень ресурсный мужчина, с которым как за каменной стеной. Вы вместе смотрите в будущее, и у вас все замечательно. Вот так. В общем, тут чашечка, я так понимаю, на будущее идет. На будущее, да. Ну, они долго планировали, они так старались, они высматривали, вот эти крысы что-то у вас потащили. Представляете? А у вас впереди все равно круто. Им эта ветка, куда им эта ветка? Она просто... То, что они забрали, у них это не приживется. Потому что это то, что должно было от вас, ну как, например, что-то сломанное, например, и оно уже не приклеится к вашему даже, да, вот к чему, к вашему дереву, эта ветка. Но вот то, что они забрали, просто интересно, это что-то ценное для вас? Какую-то стабильность, ну, то, что связано, да, вот с тем, что стабильность. Например, как кто-то уволился, вот вы, например, уволились, потому что какие-то крысы забрали у вас место. Кто-то поменял место жительства, потому что крысы могли как-то там начудить с вот тем самым, ну, как возможностью быть вместе со своими близкими, да, самыми родными людьми на
в определенном месте жительства. Потому что вы тут, как, знаете, как рыбка в воде, всегда можете ориентироваться по ситуациям и находить выход из любой ситуации. Ну вот вы и нашли, смотрите, как все хорошо у вас складывается. Вообще говорят, что вам как-то на руку даже тот момент, когда вот такое вот, казалось бы, произошло. А у вас всходит новое солнце, у вас новый человек, новая жизнь, более какая-то такая светлая, яркая, прекрасная, как, знаете, как будто бы постоянный курорт. Ну вот и мужчина рядышком. Что-то может быть с недвижимостью связано, либо с местом проживания вашего. Все-таки вот идет какую-то стабильность, как будто бы, знаете, почву из-под ног эти крысы пытались вырвать, а забрали какую-то ветку. В общем, все. Тут прекрасно, и вы идете в новое. Посмотрите, какая замечательная. Тут история получилась. Чашечка на будущее. Так, тут пловец. Кто-то учится плавать и хорошо плывет к королю. Слушайте, а здесь у нас уже второй раз такое. Ну, плывете вы, если там вы учитесь плавать, либо кто-то из ваших. Что тут еще может быть? Ну, прям вот в воде, и вот человек королем так наяривает. Тыш-тыш. Я вижу других людей, которые рядышком с вами. Возможно, здесь показывают отдых, но тут больше как на спорт похоже. Может, кто-то станет великим спортсменом. Так, что касается лично вас. Ну вот больше обращают внимание, одень очки, либо сними розовые очки и смотри, что на дороге. А давайте еще сюда посмотрим. Вот на ту машину нам указывает, и вот на дороге что-то. Это вот как реально вот вы можете ехать, так и по пути, жизненный путь. Понимаете? Вот вы едете, да, вы идете по дороге пути. А что там? Вы не видите, но там что-то есть. Вас кто-то может отвлечь. А вот вас останавливает полицейский. Это все было, да? Вот уже показывали. Что там лежит такое, господи? Опять же, я могу сейчас говорить как действительно эту картину, которая может быть, а может быть здесь показывают, ну вот как дорогу в вашей жизни, вы идете, вас кто-то, вот как, есть тот, кто как остановил, чтобы вы заметили. Чтобы вы не пропустили поворот, плюс еще выбор какой-то. Ну, мои дорогие, тут расскажете. Тут либо у кого-то действительно ситуация может быть прямо вот как картина сложится, либо жизненный путь. А на жизненном пути что-то есть. А для чего-то оно нужно вам, то, что лежит, или это что-то чужое? Просто если это разные картинки, например, как просто вы едете на машине, это одно, а если это жизненный путь, это как будто бы ну, не просто ж так на жизненном пути что-то нам встречается. На жизненном пути нам встречаются люди, и они очень важные для нас. Вот так. В общем, смотрите в оба в ближайшее время. Это именно вот самое ближайшее показывают. Ну, а если вы вдруг отвлечетесь, пропустите? Да нет, в принципе, не должны. Не должны. Вас обратят внимание. Такой бигборд сделает Вселенная, что, ну, обратит внимание, что вы точно увидите. Так, мои дорогие, 20 минут, я думаю, достаточно. Ну, вот эта крыса здесь прикольная. Нет, тут явно кто-то будет плавать. Тут спортсмен. Один впереди, второй за ним. Ну, прям дистанцию какую-то плывут. Так, что здесь еще? Ключик, вижу ключик, но он как-то вот под чем-то лежит. Как гора, спуск, и под спуском ключ. Найдете вы ответ, когда спуститесь вниз. Это будет либо
вечер, либо утро. Люд написано Л, луд. Л, ну это латиницей. У, Д. Л, У, Д. Это ключ. Ключ как под полом, что ли. Ответ где-то, вот когда вы спуститесь, и там ответ. Либо ключ. Так, мои дорогие, вот такие образы. Я уже не буду смотреть по прошлому. Тут просто какой-то такой медведь с носом. Может, как-то вы по-другому еще что-то видите. Я даже не хотела бы сейчас прошлое ворошить. Вот. Просто советы от высших сил посмотрим. Вот на тот... По тем знакам, да, которые мы видели. Так, вот первый совет. Берите ваше самое ценное и идите в дорогу, действительно, которая будет перед вами открываться. Для вас будет открыт путь невероятных возможностей, свершений. Вы сможете найти там не только единомышленников, но и действительно, если вы сами еще, да, то человека родного. Совет от высших сил. Пробуйте свои силы в каком-то крупном деле, может быть, да, в крупном бизнесе, в крупном городе, в крупной, ну, что там еще, может, как в чем-то, что побольше, чем даже вы думали. То есть тут какое-то расширение идет. Вы можете больше. Если вы были, например, работали там на какой-то должности, у вас есть возможность больше, цените себя больше, вы можете, ну как, потому что вы как можете быть личностью намного большей. Если бы вы это приняли, тут в моменте, не то, что там нужно идти к этому, нет, в моменте. Просто понять, что вы сейчас можете, например, быть не менеджером, а руководителем, не просто, ну как, жить, если вы там где-то в деревне, там село, в якомусь селі, то вы можете там, если хотите, да, переехать в огромное сити, в город. Если в городе, там, в огромное какой-то индустриальный центр и так далее, если хотите. Либо в какую-то крупную страну. Вы можете больше. Ух ты, что-то карта так странно. А вы себе ругаете за это. И говорите, нет, я не могу. Не могу. Но, возможно, какой-то человек вас надоумит. Видите, есть все-таки человек. Он будет вашим другом, вашей парой, вашим знакомым, либо какой-то просто мудрый человек на пути. У вас огромное будущее, вы знали это? Вот такая прикольная чашечка на будущее. Я благодарна вам, мои хорошие, за то, что вы здесь, да, за то, что вы доверяете моим словам, за то, что всегда поддерживаете, за ваши добрые слова в комментариях, за вашу финансовую поддержку. Неимоверно благодарна вам. И пускай в ваших жизнях Вселенная помогает вам в разы больше, чем вот даже вы стараетесь для меня. Пускай складывается все самым лучшим образом. Всего доброго. Пока-пока.